Привет! Сегодня у нас на обзоре один из самых продаваемых гаджетов от компании Xiaomi – Mi Smart Band 4. Про него же не рассказал, наверное, только ленивый, но так как я любой гаджет примеряю лично на себя, мне всегда интересно, как из устройства можно выжать максимум, ну или расширить базовый функционал. И один из таких способов, мне кажется, я нашел, и сегодня им с вами поделюсь. Так что присаживайтесь поудобнее, мы начинаем. Mi Band 4 поставляется в простенькой картонной коробке, но здесь при такой стоимости упаковка и не важна. Внутри нас ждет сам браслет, зарядное устройство и инструкция. Для зарядки, как и раньше, нужно доставать сам Mi Band из браслета, и это, пожалуй, неудобно. Удобнее было бы сделать какую-нибудь магнитную прищепку. Спереди расположен сам дисплей с сенсорной кнопкой снизу. На обратной стороне контакты для зарядки и датчик сердцебиения. Ремешок сделан из мягкого силикона, и кожа прилегает приятно. У Mi Band стоит AMOLED-экран размером 0,95 дюйма и разрешением 120 на 240 точек. Если всматриваться, конечно, пиксели видны, но в целом экран яркий и сочный. Датчика освещения нет, поэтому яркость настраивается только вручную. На солнце экран, конечно, выцветает, но все равно относительно видно. А чтобы ночью экран был не таким ярким, в настройках Mi Fit можно поставить ночной режим, чтобы яркость по расписанию автоматически снижалась до минимума. И, конечно, Always On Display здесь нет. Соответственно, чтобы увидеть время, нужно или нажать на сенсорную кнопку снизу, или сделать взмах рукой. В отличие от Mi Band 3, экран прикрыт настоящим закаленным стеклом. Теперь он менее подвержен царапинам, но со временем, конечно, все равно поцарапается. И, кстати, если придираться, рамки самого экрана в выключенном состоянии тоже видно. Было бы приятнее, если бы была просто черная поверхность. Снизу экрана находится кружок сенсорной кнопки, и сейчас я кратко обозначу отличия глобальной и китайской версии. Всего есть три версии. Глобальная, она идет без NFC, китайская без NFC и китайская с NFC. Визуально глобальную от китайской можно отличить по коробке, на глобальной версии надписи будут на английском. Также в китайской версии с NFC вместо кружочка на кнопке изображена подкова. И теперь самое главное. NFC в китайской версии нельзя оплачивать товары. Даже в Китае с помощью Mi Band 4 можно оплачивать только общественный транспорт или парковку. Поэтому в России это абсолютно ненужная функция. Также, если на глобальной версии на главном экране свайпом влево или вправо открывается управление музыкой, на любой китайской версии свайп влево это Alipay, и это никак не убрать. И только с помощью Alipay в Китае можно оплачивать товары. Продавец сканирует штрих-код на браслете, и товар оплачивается. NFC здесь не участвует. На любой китайской версии при первом запуске автоматически ставится русский или другой нужный вам язык, так что фактически отличие только в коробке. А еще в версии без NFC аккумулятор стоит чуть больше – 135 мАч против 125 в версии с NFC. А еще там есть микрофон для управления умным домом, но он понимает только китайский язык. Так что опять для стран СНГ это абсолютно бесполезная фишка. Впервые на Mi Band появилась поддержка сторонних циферблатов. На самом браслете установлено 3 циферблата, ну или watch face. В фирменном приложении Mi Fit их еще в районе 50 штук. Конечно, они все на любителя, поэтому можно скачать приложение, которое называется Mi Band 4, и там уже можно найти watch face на любой вкус, их там реально куча. Наконец-то с помощью Mi Band можно управлять музыкой и регулировать громкость воспроизведения. Это, кстати, актуально, если у вас беспроводные наушники и регулировки громкости у них нет. Сделать это можно свайпом влево или вправо на международной версии. Причем управлять можно не только музыкой, на YouTube тоже можно, к примеру, видео переключать. Единственный недостаток – во время тренировки музыкой с браслета управлять нельзя. Вообще никак. И это чуть-чуть грустно. Измерение пульса можно проводить в нескольких режимах. Измерение пульса каждые 1 или 5, 10, 30 минут. Или измерение пульса ночью. Непрерывного измерения пульса даже во время тренировки нет. По крайней мере в стандартном приложении я не нашел. Но чуть позже я расскажу, как это все-таки можно сделать. Надо признать, пульсометр Mi Band 4 работает лучше всех своих предшественников, но правда немного дольше. И даже погрешность с медицинским прибором незначительная, примерно 5-6 пунктов. Но в медицинских целях на его показания я бы все равно не ориентировался. Также есть прогноз погоды, можно увидеть текущую погоду и прогноз на 4 дня вперед. Ну и одна из самых важных функций в браслете – это уведомления. Текст уведомления можно листать, максимальная длина 210 символов, дальше сообщение обрезается. В памяти браслета хранится максимум 10 уведомлений, всех их можно стереть.
Причем делается это синхронно. Удаляешь уведомления на браслете, стираются на телефоне. Стираешь в телефоне, пропадает на браслете. Это удобно. Из минусов текст уведомлений, конечно, мелковат, и увеличить его нельзя. Но об этом чуть позже. При входящем звонке его можно только или отклонить, или отключить вибрацию на браслете. Отвечать, естественно, нельзя. К тому же, по крайней мере я этого не нашел в стандартном приложении, на браслет не приходят звонки из мессенджеров типа WhatsApp, Telegram и прочих. Но и это тоже я вам чуть позже расскажу. В браслете, конечно, есть таймер, секундомер и тренировки. Во всех этих режимах пользоваться другими функциями браслета нельзя, пока их не остановить. То есть реально, даже музыку переключить тоже нельзя. Всего есть 6 тренировок, и так как GPS в браслете нет, используется GPS от телефона. В теории можно пойти бегать и телефон не взять, но тогда браслет тренировку запишет, но маршрут не проложит. А если выбрать езду на велосипеде, то без телефона браслет вообще выбрать ее не дает. Еще есть функция анализа сна, но из минусов умного будильника по фазам сна нет, только обычный. С автономностью все просто. Если включить ежеминутный мониторинг пульса, все уведомления и максимальную яркость, браслет проживет где-то 10 дней, то есть примерно тратится 9-10% в сутки. Если же отключить ежеминутный мониторинг пульса и включать его только на тренировках, то автономность будет в районе 20 дней. А теперь, если вы владелец смартфона на базе Android, я вам расскажу, как можно расширить базовые возможности Mi Band 4. Владельцы айфонов. К сожалению, iOS более закрытая система и там меньше возможностей для кастомизации. На айфоне я не нашел такую программу. Итак, для Mi Band в Play Market есть несколько альтернативных приложений, и про одно я сейчас расскажу. Почему-то в сети я вообще ни у кого не нашел о нем упоминаний. Итак, приложение называется Notify and Fitness for Mi Band. У него есть минус, оно условно бесплатное, то есть часть функций доступна с рекламой, другая часть платная. Конечно, на известных форумах умельцы уже хакнули эту программу, но это уже на вашей совести. Итак, что я нашел в ней, чего нет в стандартном Mi Fit? Во-первых, в настройках можно поставить, чтобы приходили уведомления не только от обычных звонков, но и звонков от мессенджеров. Для этого нужно зайти в приложение в уведомления, звонки, входящий вызов и поставить галочку на звонки VoIP. Во-вторых, можно хоть немного, но все-таки увеличить шрифт уведомлений. Механизм очень простой. Все уведомления просто принудительно будут отображаться капслоком. Как это сделать? Заходим в боковое меню, настройки, дополнительно и ставим галочку у пункта «Верхний регистр текста». Для людей со слабым зрением это будет особенно актуально. В-третьих, можно настроить автосинхронизацию тренировок в Stravу. Для этого в разделе «Тренировки» нужно начать новую тренировку и в самом низу добавить аккаунт Strava. Сделать это нужно один раз, дальше все будет автоматически. И еще, в-четвертых, очень крутая функция для тренировок. Можно поставить, чтобы пульс изменялся непрерывно, а не раз в минуту. Для этого на главном экране нужно выбрать пульс и там настроить пункт «Кардиомонитор». Также, если в стандартном приложении Mi Fit уведомление о верхнем пороге пульса срабатывало только при состоянии покоя, в тренировках оно не работало. Здесь эта функция доступна. И в-пятых, возможно, я не разобрался с фирменным приложением Mi Fit, но если мне приходило несколько сообщений, то на экране браслета показывалось, к примеру, 5 сообщений из 2 чатов. Лично для меня это неудобно, мне удобнее, чтобы отображалось хотя бы последнее. И это можно сделать. Для этого нужно перейти в уведомления, зайти в настройки нужного вам мессенджера и поставить галочку на пункте «Только последнее уведомление». Ну и последнее, шестое, на десерт. Тоже достаточно интересная фишка, можно назначить действие по кнопке. То есть, к примеру, можно назначить, чтобы по определенному действию на телефоне включался фонарик. Для этого на главном экране браслета нужно 4 раза свайпнуть справа налево, и на телефоне включается фонарик или другая функция, которую повесите. Прям магия какая-то. Возможно, часть этих функций есть и в других приложениях, но я почему-то такой информации нигде не нашел. Если вы знаете другие крутые приложения, делитесь в комментариях. На Алиэкспрессе Mi Band 4 сейчас стоит в районе $27. И если честно, он мне понравился. Маленький прикольный аксессуар, который к тому же можно прокачать разными сторонними приложениями. Получается вообще круто. А разницы между китайской и глобальной версией практически нет, так что можно брать любую. Я надеюсь, каждый сегодня в этом выпуске нашел для себя что-то полезное. И если это так, поставь лайк и подпишись на канал. А на сегодня все. До встречи в следующих видео. Пока!